1980 году 4 монахини из удаленного поселения в северной части штата Монтана бесследно исчезли, оставив свое сплоченное сообщество в отчаянии и растерянности. Много лет их исчезновение было окутано домыслами, пока 28 лет спустя местный священник не сделал ужасающую находку, пролившую свет на правду того злополучного утра. Солнечные лучи пробивались сквозь витражи церкви святого Иосифа, отбрасывая переливчатый свет на отполированные лавки. Отец Матфей Сандерс стоял у алтаря, завершая поминальную мессу. Его голос был торжественным, но спокойным. «Да упокоятся души усопших по милости Божьей. Аминь». «Аминь», — вторила община, собравшаяся почти в полном составе. В основном это были пожилые прихожане, несколько человек среднего возраста и лишь пара молодых. Все пришли почтить память 4 монахинь, исчезнувших без следа 28 лет назад. Тайна исчезновения продолжала терзать маленький городок Харлоу-Бенд в северной части Монтаны. После службы отец Матфей направился к выходу, провожая прихожан. Пожилая миссис Эллерс сжала его руки. «Спасибо, что не забываете. Я помню, как сестра Мариэлла учила моих детей. Светлый человек». Отец Матфей кивнул. Мариэлле Хайнс было 68, когда она исчезла. Ее жизнь была полностью посвящена служению. С ней пропали сестра Клариса Дженнингс, сестра Вирджиния Рамос и самая младшая — сестра Исабель Сандерс, родная сестра отца Матфея. Когда последний прихожанин ушел, священник медленно прошел в свой кабинет. Там он, оставшись наедине, достал деревянную коробку с фотографиями. Он задержался на снимке, где Исабель сияет в день своих последних обетов, и снова пережил укол вины. Именно он направил ее на путь монашества. Возможно, если бы он не поддержал ее решение, она была бы жива. Он отложил фото и взял другое, последнее, на котором были запечатлены все 4 монахини, сидящие у маленькой часовни Святой Марии на окраине национального леса Биттеррут. Эта фотография, сделанная за несколько дней до исчезновения, стала единственным подтверждением их пребывания там. Именно к этой часовне отец Матфей решил вернуться. Он не был там с тех пор. Дорога через лес вела к повороту, где когда-то была грунтовка, ведущая к часовне. Но теперь ее заменили ворота с табличкой «Частная собственность, вход воспрещен». За ними виднелась асфальтированная дорога, уходящая вглубь леса. Отец Матфей набрал номер старого смотрителя Нормана Блейка и узнал, что часовню продали в 1982 году человеку по имени Калвин Дрейден. Он снес ее, а теперь на этом месте часть его огромного частного владения. Священник решил попытаться поговорить с владельцем. Дом Дрейдена оказался роскошным, больше похожим на горный курорт, чем на обычное жилище. Его встретил пожилой мужчина, высокий, спортивного телосложения, с серебристыми волосами. Он встретил отца Матфея враждебно. «Вы вторглись. Немедленно покиньте территорию. Я ищу ответы. Тут исчезла моя сестра. Я прошу минуту вашего времени», — сказал отец Сандерс. Дрейден отказался и резко захлопнул дверь перед священником, не удостоив его даже взгляда прощания. Отец Матфей на мгновение застыл на крыльце, раздумывая, что делать дальше, как вдруг его внимание привлек легкий металлический звон, прозвучавший с порывом ветра. Он обернулся и заметил, что один из декоративных кустов, обрамлявших дорожку, сдвинулся, открыв часть земли под собой. Приблизившись, священник раздвинул ветви и увидел металлическую решетку. Старое вентиляционное отверстие, едва заметное и заржавевшее от времени. Он присел, прислушиваясь, и его сердце замерло.
Из глубины подземелья доносилось едва уловимое гудение, а за ним — тихое, монотонное пение, напоминающее древний церковный гимн. Пение было столь приглушенным и отрешенным, что казалось, будто оно доносилось из иного мира. Отец Матфей ощутил, как по его спине пробежал холодок, и понял. Он только что нашел след, которого никто не ожидал. Шокированный, он вызвал полицию и вернулся на дорогу, где встретился с Норманом. Вскоре прибыли офицеры из округа Флетчер. Вместе они прошли через поврежденный забор и нашли вентиляцию. Через нее доносился кашель и тихо поющий голос. С ордером на обыск полиция начала облаву на территории, охраняемой высоким забором и видеокамерами. После нескольких часов тщательного обследования офицеры заметили подозрительный участок земли рядом с одной из сторожек. Под слоем старых досок скрывался люк, искусно замаскированный под часть фундамента. Когда они открыли его, взору предстала узкая каменная лестница, ведущая вниз. Спустившись туда с фонариками, офицеры оказались в узком тоннеле, выложенном грубо обработанными камнями. Запах плесени, сырости и чего-то гниющего наполнял воздух. На стенах были вырезаны грубые кресты и фразы из Священного Писания, что усиливало тревожную атмосферу. Тоннель вел в тесную подземную камеру, где на старом матрасе лежала изможденная пожилая женщина. Ее лицо было осунувшимся, волосы седыми, но глаза еще сияли слабым светом надежды. Это была сестра Исабель. Ее губы шевелились, и она с трудом произнесла: «Вы, наконец-то, пришли». Рядом, под тонким одеялом, лежал скелет. Медики позже подтвердили, что останки принадлежали сестре Вирджинии. Сама Исабель, несмотря на тяжелое состояние, сумела прошептать, что другие две монахини, сестра Мариэлла и сестра Кларисса, скончались в первый год заключения из-за болезней и истощения. Их тела, как выяснилось позже, были захоронены в другом тайном помещении, которое позже обнаружили следователи. Сцена была настолько душераздирающей, что даже самые опытные офицеры отводили глаза. Под землей, среди каменных стен и немоты, продолжалась многолетняя трагедия, о которой никто не знал. И только голос молитвы, уцелевший сквозь годы, стал свидетельством того, что вера и надежда не угасли. Калвин Дрейден был арестован. Его дневники, найденные в доме, раскрыли многолетнюю одержимость церковью, особенно монахинями, которых он винил в трагедии своего детства. Подробности были ужасны: похищение, годы изоляции, психологическое и физическое насилие. Отец Матфей спустя 28 лет с дрожащими руками обнял сестру, не веря своим глазам. Ее лицо было истощено, кожа бледна, но в ее взгляде горел тот же огонь, что и прежде — свет веры, который не угас даже в темнейших глубинах ада. Слезы текли по его щекам, когда он прошептал: «Я всегда знал, что ты жива. Я молился, чтобы снова увидеть тебя». Сестра Исабель чуть приподняла голову, ее губы дрожали, и с невероятным усилием она вымолвила: «Бог никогда не покидал меня». Эти слова пронзили его сердце и наполнили грудь ощущением священного трепета. В этот миг он понял: чудеса возможны. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.